Воздушные шарики взлетают и отскакивают от потолка. Вот такой не очень сложный сетап в геометрических нодах я покажу в этом видео. Понадобится Blender 4.0 или новее. Сперва я создам шарик, используя полигональное моделирование и Node-Based Tools – нодовые инструменты для моделирования. Это те же самые геоноды, которые до 4 версии использовались исключительно как модификаторы, но с 4 версии с их помощью можно создавать свои инструменты для редактирования меша или направляющих для волос. Это тип объекта, который называется Curves, не путайте их с обычной кривой. После создания модели я добавлю привычный модификатор GeoNode, с помощью которого настрою анимацию одного взлетающего шарика и покажу, как анимировать несколько шариков. Для этого нужно будет добавить немного разнообразия естественного колебания и вращения. А после останется решить проблему пересечения с потолком вращающихся шариков с помощью циклов или зоны повторения Repeat Zone. И в конце видео я покажу, как настроить вот эти материалы. Также вы можете скачать файл проекта, ссылка под видео. Нодовое дерево для этой анимации построено без нод симуляции. Это просто приблизительная имитация. Такой подход хорош тем, что не нужно пересчитывать и запекать симуляцию. Но только шарики не смогут сталкиваться друг с другом и сжиматься при столкновении с потолком. Симуляция – это вычисление значений в каждом кадре. В ней всегда присутствует солвер или решатель, алгоритм, отвечающий за расчет взаимодействия геометрии. Обычно солвер вычисляет изменения положения на основе предыдущего кадра и следующего за текущим с учетом изменившейся геометрии. Такой подход хорош для расчета физических симуляций, таких как симуляция жидкости, частицы ткани. Я не буду использовать симуляцию. Моя задача сделать максимально правдоподобную имитацию движения воздушных шариков. Столкновения с потолком, отскоки и колебания в воздушном потоке будут не настоящими. Для начала я создаю сферу примитивом UV-Sphere. Задаю радиус, приближенный к реальному размеру. Запомните радиус, он понадобится сразу же. Количество сегментов можно задать на свое усмотрение. Лучше немного увеличить детализацию. В режиме редактирования выбираю все и опускаю геометрию на значение радиуса. Это нужно для того, чтобы центр локальных координат шарика или origin оказался в самой верхней точке объекта. Именно относительно origin будет происходить вращение шарика, когда он окажется под потолком. Перехожу в вид сбоку, включаю полупрозрачный режим X-Ray, выделяю самую нижнюю точку и нажимаю на значок пропорционального редактирования Proportional Editing. Активирую инструмент перемещения Grab Tool клавишей G. Вращением колесика мышки увеличиваю радиус влияния. Нажимаю клавишу Z для привязки к вертикальной оси и перемещаю выделение вниз, чтобы получить нужную форму. Сочетанием клавиш Ctrl+ на нампаде расширяю выделение. Затем командой Inset делаю смещение полигонов внутрь, а командой Extrude экструдирую вниз. Нажимаю Ctrl-R и при помощи инструмента Loop Cut добавляю лупы, дополнительные петли эджей. Нажав клавишу S, немного отмасштабирую эту зону с использованием пропорционального редактирования и удалю самую нижнюю вершину. Теперь нужно изменить форму завязки на шарике инструментами полигонального моделирования, которые я как раз сейчас и сделаю. Для того, чтобы создать нодовый инструмент, необходим редактор геометрических нод. Его нужно переключить в режим Tool. Так как это инструмент, то не нужно выделять никакой объект и назначать на него модификатор GeoNode. Но экспериментировать лучше на копии шарика, поэтому я создам ее сочетанием Shift-D и помещу рядом. Сначала я создам инструмент шумового искажения, чтобы завязка была естественным образом деформирована. Создаю новое нодовое дерево кнопкой New. А в нем ноду изменения положения геометрии Set Position. Подключаю ее между Group Input и Group Output. Добавляю ноду Selection и подключаю к одноименному сокету Set Position. Нода Selection позволяет использовать выделенные в режиме редактирования элементы меша. Такая нода работает только в нодовых инструментах и не работает в модификаторе GeoNode. Добавляю ноду текстуры шума Noise Texture. Чтобы шум был по-настоящему трехмерным, нужно использовать значение сокета Color. Сейчас шум смещает вершины по диагонали. Для исправления проблемы пропущу текстуру шума через ноду преобразования диапазона Map Range в режиме вектор. Это один из способов исправления диапазона. Нужно преобразовать вектора цвета из диапазона от 0 до единицы в новый диапазон от -1 до единицы.
Подключаю ноду MapRange к сокету offset ноды setPosition. Между MapRange и setPosition добавлю ноду VectorMass в режиме Scale. Это интенсивность смещения. Подключаю ее к ноде GroupInput. В боковой панели редактора GeoNode во вкладке Group переименую только что созданный сокет ввода в Noise Intensity, а значение по умолчанию Default выставлю 0.1. Также выведу сами некоторые параметры шума в GroupInput. Это Scale, Detail и Roughness. Сам инструмент переименую в Noise Deform. Переименую сокет Scale в Noise Scale. В режиме выбора фейсов, удерживая нажатую клавишу Alt, кликом в нужном направлении относительно центра фейса выберу луп или петлю фейсов. Расширю выделение сочетанием Ctrl+ на нампаде. Запускаю свой инструмент, который я назвал Noise Deform, нажав на значок листа в заголовке вьюпорта. Все выведенные параметры появились в виджете инструмента, и можно с их помощью настроить интенсивность деформации. Следующий инструмент, который я сделаю, нужен для превращения лупа эджей в трубчатое кольцо. В заголовке редактора GeoNode в том же режиме инструмента Tool создаю новое нодовое дерево, называю его Tubes from Edges. Добавляю ноду выделения Selection и ноду разделения геометрии на потоки Separate Geometry в режиме Edge, чтобы отделить луп эджей от остальной геометрии. Эти эджи я превращаю в кривую нодой Mesh to Curve, чтобы превратить эту кривую обратно в Mesh, но уже с толщиной. Для этого я создаю ноду Curve to Mesh и подключаю геометрию в сокет Curve. И создаю и подключаю ноду кривой окружности Curve Circle в сокет Profile Curve ноды Curve to Mesh. Радиус и количество сегментов вывожу в GroupInput. Перед использованием инструмента я немного поправлю форму завязки масштабированием. Осталось выбрать нужный луп и запустить второй пользовательский инструмент Tubes from Edges. Как только я запустил инструмент, у меня создалось кольцо из выбранных эджей, но сам шарик исчез. Отменяю действие инструмента, чтобы внести в него корректировки. При создании нодового инструмента, который генерирует геометрию, всегда стоит помнить о том, должна ли сохраняться исходная геометрия. В данном случае должна, поэтому я создам ноду Join Geometry, объединю исходную геометрию из группы Input с геометрией трубки, генерируемой из выбранных эджей. Можно перейти к настройке анимации. Я создам две плоскости для пола и потолка. Пол на отметке 0, а потолок будет поднят на высоту 3,5 метра. Добавляю панель редактора GeoNode и в режиме Modifier создаю нодовое дерево кнопкой New для активного шарика. Эта команда назначает модификатор и сразу создает дата-блок геометрических нод в нем. Тяну связь из сокета геометрии ноды GroupInput. Это меш самого шарика, и создаю ноду, изменяя положение setPosition. Из ее сокета offset вытягиваю связь и ищу ноду, собирающую векторное значение из трех числовых. Combine XYZ. Вытянув связь из сокета Z, ищу сокет frame ноды анимации Scene Time. Она передает текущее значение кадра или секунды из таймлайна. Здесь понадобится таймлайн, чтобы проигрывать анимацию. Если он отсутствует, создайте новую панель, потянув за угол, и выберите ее из списка. Диапазон анимации задаю от 1 до 300 кадров. Меняю частоту кадров в настройках Output в панели свойств Properties. Задаю 30 кадров в секунду. Если включить воспроизведение анимации, то шарик полетит вверх сквозь потолок со скоростью 1 метр за 1 кадр. Преобразую диапазон, чтобы изменить скорость и ограничить полет высотой потолка. Для этого создам ноду MapRange в режиме Float и подключу ее между SceneTime и Combine XYZ. Буду преобразовывать диапазон времени в пройденное расстояние. Я хочу, чтобы движение начиналось не сразу с первого кадра, а чуть позже, с 25-го, и чтобы шарик взлетал с правдоподобной скоростью. Опытным путем у меня получился диапазон от 25 до 160 кадров. Именно эти значения впишу в поля границ исходного диапазона From Min и From Max. А в поля преобразованного диапазона To Min и To Max впишу 0 и 3,5 соответственно. Но сейчас шарик на старте находится ниже пола, поэтому в To Min впишу новое стартовое значение 0,4. Это чуть больше расстояние от верхней точки шарика его оригина до его самой нижней точки. Уже лучше, но пока шарик движется неестественно, слишком линейно. И тут нужно сделать ускорение в самом начале, но без замедления в конце. Немного математики. Нужно возвести диапазон в степень больше единицы, но меньше 2.
Но если возводить в степень тот диапазон, который есть, то максимальное значение будет не 3,5, а гораздо больше – 3,5 в заданной степени. Использую диапазон, границы которого не поменяются при возведении в степень, и это диапазон от 0 до единицы. Поэтому использую две ноды MapRange и продублирую существующую. В первой ноде заменю преобразованный диапазон на единичный, а во второй – исходный. Диапазон кадров сжимается, и его математической нодой Mat в режиме Power возвожу степень, а затем он преобразуется в нужное расстояние до потолка при помощи второй ноды MapRange. После нескольких проб я подобрал степень 1,75. Шарик разгоняется, но в самом конце пока что выглядит неестественно, он не отскакивает. Добавляю ноду преобразования значений при помощи кривой Float Curve после Power перед второй нодой MapRange. И тут надо поработать с графиком, буквально нарисовать вот такие затухающие волны отскоков. От 3 до 5 волн. Значение второй точки примерно 0,55 по x. Первые две точки и все самые верхние должны быть с переломом, то есть в режиме вектор. Вот уже получилось естественное движение. Создаю ноду Mesh примитива круга, Mesh Circle. Можно выбрать любой режим заливки Fill Type, кроме Known. 32 вершины, радиус 2,75. Теперь нужно распределить точки по его поверхности нодой Distribute Points on Faces, по которым будут расставлены шарики. Чтобы превратить точки в шарики, использую ноду Instance on Points. В Socket Points добавляю полученные точки, а в Socket Instance геометрию шарика из Group Input. Из output ноды Instance on Points геометрию подключаю к ноде Set Position вместо одного шарика. Сейчас шариков много, и они пересекаются. В ноде Distribute Points on Faces меняю режим на Poisson Disk. Distance Mean 0,4. Density Max 6,48. Но теперь все шарики перемещаются как один объект. Нужно добавить разнообразие. Для этого я использую случайное смещение кадров для каждого объекта инстанса. Из сокета Frame ноды SceneTime тяну связь и ищу ноду Mat в режиме Subtract. Это обычное вычитание чисел. Frame должен быть подключен к верхнему сокету Value, ноды вычитания, а ко второму надо добавить ноду генерации случайных значений в заданном диапазоне Random Value в режиме Float. Диапазон на свое усмотрение, в моем случае min -4, а max 50. И каждый шарик стартует чуть позже или чуть раньше других, что сделало анимацию более естественной. Анимация почти готова, осталось добавить вращение. Вращение отдельных инстансов задается нодой Rotate Instances. Для генерации вращения, имитирующего движение воздуха, использую ноду текстуры шума Noise Texture в режиме 4D. Если подключить шум из сокета Color напрямую к сокету Rotation, нода Rotate Instances, то поворот будет неправильным, все шарики будут развернуты по диагонали. Поэтому необходимо преобразовать диапазон значений шума при помощи ноды Vector Mass в режиме Subtract и вычесть вектор 0,5, Значение шума Scale 1, Detail 0,5, Roughness 0,67. К сокету W подключаю секунды Seconds из ноды SceneTime. Так можно добиться имитации движения воздуха. Чтобы замедлить движение, умножу секунды на 0,25 ноды Math в режиме Multiply. После Subtract я добавляю ноду Vector Math в режиме Scale. Если эти вектора вращения просто умножить на число, то движение шариков будет слишком хаотичным. Поэтому можно использовать копию самой первой ноды MapRange с сохраненной связью сокета Frame и подключить ее как значение Scale векторной математической ноды Scale. Значение ToMin в этом случае будет отвечать за интенсивность вращения в начале пути шариков, а ToMax в конце пути под потолком. Задам 0 и 1,5. Если кажется, что в начале пути шарики слишком неподвижны, можно немного увеличить значение ToMin. Сейчас можно наблюдать, что при вращении шарики пересекают потолок.
Чтобы такого не происходило, компенсирую это смещением каждого шарика на расстояние от самой высокой точки до его ориджина, который точно не поднимется выше уровня потолка. Для определения координат использую координату габаритной коробки шарика. Эту коробку можно получить нодой Bounding Box. Но есть проблема. Если превратить все инстансы в габаритные коробки, то коробки будут поворачиваться вместе с инстансами. Такие Bounding Box'ы не помогут найти самую высокую точку. Габаритные коробки должны быть в глобальных координатах. Чтобы получить их, надо нодой Realize Instances преобразовать инстансы в Mesh перед нодой Bounding Box. Но если преобразовать все сразу, то получится одна большая габаритная коробка, что тоже не может решить задачу со смещением, так как у каждого шарика собственное смещение, которое к тому же изменяется во времени. Чтобы получить подходящую габаритную коробку для каждого шарика, придется использовать циклы, то есть зону повторения Repeat Zone. Количество повторений должно быть равно количеству инстансов шариков. Создаю ноду размера домена геометрии Domain Size. Она позволяет посчитать количество элементов в геометрии. Ставлю режим Instances. Значение Instance Count выдает число инстансов. Подключаю его к сокету Iterations в Repeat Input. Этот сокет отвечает за количество повторов в Repeat Zone. Внутри зоны создаю ноду Separate Geometry в режиме Instance, чтобы отделить каждый шарик по его индексу. В ноде Repeat Input создаю новый сокет. Для этого необходимо открыть вкладку Node в боковой панели редактора GeoNode и выделить одну из крайних нод зон повтора. Тип сокета Integer, имя Loop. Исходное значение 0. При помощи ноды Math в режиме Add добавляю единицу и подключаю результат Socket Loop в ноде Repeat Output, чтобы значение увеличивалось на единицу на каждом круге. Это значение Loop необходимо, чтобы использовать в расчете номер цикла. Чтобы отделить по индексу шарик на каждом круге, использую ноду Separate Geometry. К ней подключаю геометрию, но не из сокета ноды Repeat Input, а напрямую из ноды Rotate Instances. Сокет Geometry ноды Repeat Input не нужен, потому что он ничего не содержит, так как я не подключал исходную геометрию шариков. Дальше создаю ноду Index, которая считывает все индексы геометрии. Индекс – это порядковый номер элемента. Сравниваем значение ноды Index со значением Loop при помощи ноды Compare в режиме Equal. Затем подключаю Realize Instances и Bounding Box. Если подключить все это к сокету геометрии Repeat Output, то в итоге получится только один бокс. Чтобы собрать геометрию боксов с каждого цикла, использую ноду Join Geometry, которую добавляю перед выводом в цикле, подключаю к ней геометрию из Bounding Box и из Repeat Input. Получились габаритные коробки, верхние точки которых находятся на той же высоте, что и самые верхние точки шариков. Весь кубик целиком не нужен, нужна координата верхней точки. И здесь есть несколько способов получения этой координаты. Я просто превращу центр верхнего фейса каждого бокса в точку. Так будет нагляднее. Для этого я использую ноду Mesh2Points в режиме Faces. Она превращает каждый фейс в точку, но мне не нужна точка из каждого фейса, только из верхнего. И чтобы отделить верхний фейс, подключаю в Socket Selection ноду Compare в режимах Vector, Direction и Equal. В Socket A добавляю ноду Normal. В сокете B вектор должен быть 0, 0, 1. Угол отклонения Angle ставлю на 0. Таким образом сравнивается нормаль каждого фейса с вектором, направленным строго вверх. Такие нормали только у верхних фейсов. Теперь есть точки, полученные из верхних фейсов каждой коробки по одной точке на объект. И каждая точка на той же высоте, что и самая верхняя точка шарика. Дальше нужно опустить шарики на разницу координат по оси Z, их верхней точки и ориджина. То есть на ту высоту, на которую каждый шарик выпирает из потолка при повороте. Геометрию полученных точек подключаю к ноде сэмплирования данных по индексу SampleIndex для получения их положения в виде атрибута, чтобы этот атрибут можно было использовать в расчете с атрибутом положения инстансов шариков. Нода должна быть в режиме вектор. К сокету Value подключаю ноду Position, а к сокету Index ноду Index. Тем самым я получаю значение положения для каждой точки. Но мне нужна только координата по оси Z. Создаю ноду Separate XYZ и подключаю к ней результаты SampleIndex. Создаю ноду SetPosition и подключаю к сокету Geometry геометрию шариков. Теперь математической нодой в режиме Subtract вычитаю эту смещенную по высоте координату из собственного положения объекта, которая, напомню, привязана к ориджину, находящемуся в верхней точке, а не в геометрическом центре шарика.
Координату собственного положения инстансов по оси Z получаю разделением вектора положения position на компоненты при помощи separate_xyz. Собираю вектор для смещения положения при помощи ноды combine_xyz и подключаю к ноде setPosition к сокету offset. Теперь шарики не пересекают потолок. Дополнительный контроль. Добавлю зависимость от положения потолка. Перетаскиваю плоскость потолка из аутлайнера в редактор GeoNode. Она превратится в ноду ObjectInfo. Вытягиваю связь из сокета Location, содержащего глобальные координаты положения объекта, и создаю ноду SeparateXYZ, чтобы извлечь из положения объекта координату Z. Эту координату я подключаю к сокету ToMax, второй ноды MapRange, которая идет сразу после ноды FloatCurve. Чтобы контролировать скорость, также можно вынести максимальное значение исходного диапазона из первой ноды MapRange в группу Input. Теперь это значение в модификаторе. Перехожу к настройке материалов на базе шейдера Principled BSDF. Сначала создаю материал, называю его Balloon, и добавляю его к шарикам при помощи ноды setMaterial. Буду настраивать материал во viewport в режиме рендеринга на движке Cycles. Добавлю также пару источников света. У меня есть несколько референсов материала. Создам прозрачный и непрозрачный материал. В редакторе шейдеров создаю ObjectInfo и использую сокет Random для того, чтобы задать разные цвета шарикам. Подключаю Output Random к сокету Base Color в шейдере. Этот вариант работает без проблем, так как шарики являются инстансами и воспринимаются системой как разные объекты. Теперь добавляю ноду Color Ramp, меняю режим на Constant, задаю несколько цветов. У параметра рандомизации ноды ObjectInfo нет значения seed, чтобы можно было управлять псевдослучайным значением. Чтобы управлять случайностью, создаю ноду белого шума White Noise Texture в режиме 4D. Подключаю random к сокету вектора, а параметром W контролирую случайность. Теперь, чтобы задать прозрачность, создам ноду Layer Weight со значением Blend 0,2. Подключу к ноде Color Ramp. Задам цвета от светло-серого до белого. Значение серого примерно 0,3. Еще материал шарика имеет меньшую прозрачность на тех участках, где натяжение меньше. Для этого эффекта можно создать атрибут в геонодах и использовать в материале. Натяжение коррелирует с плотностью полигонов, а значит и с площадью фейсов. Там, где сетка плотнее, площадь фейсов меньше, и в этих же местах меньше натяжения. Поэтому я беру ноду Face Area и подключаю к ноде MapRange. Если подключить для просмотра в ноде Viewer геометрию шариков и этот атрибут, то пока не видно нужного результата, так как диапазон площади очень маленький. И в MapRange исходный диапазон я поставлю от 0 до 1/1000. Теперь то, что надо. Создаю именованный атрибут при помощи ноды storeNamedAttribute в режиме float. Задаю имя tension, натяжение. Хотя данные получены с площади фейсов, сохранять их атрибут нужно на вершинах, чтобы получился правильный градиент. Поэтому домен геометрии будет point. Чтобы использовать этот атрибут в редакторе шейдеров, создаю ноду Attribute и вписываю имя Tension. Теперь, используя ноду Color Ramp и ноду Mix в режиме Color, можно смешать его с цветом из ноды Layer Weight, чтобы получить нужную прозрачность. Непрозрачный материал сделать гораздо проще. Используется та же самая нода Color Ramp с нужными цветами в режиме Constant. Прозрачность просто настраивается параметром альфа. Выставляю 0,75. Если Color Ramp сдублировать и подключить к сокету Metallic, то можно настроить металлический блеск. Здесь используется цвет в градациях серого. Белый – это полностью металлик, черный – неметаллическая поверхность. Чтобы на просвет шарик смотрелся естественнее, добавляю подповерхностное рассеивание в режиме Christensen-Burley.